ПСЖ обыграл Арсенал со счетом 2-1, и Хвича Кварацхелия становится первым грузином за 18 лет, который пробивается в финал Лиги Чемпионов. Давайте здесь в ночи совсем коротко о том, что было, за счет чего ПСЖ выиграл и что будет дальше. Погнали! Друзья, всем снова привет! Решил записать такое небольшое видео, но с яркими эпизодами матча, разобрать все по горячим следам, все, что было в игре ПСЖ и Арсенала. Но самое главное, Кварацхелия будет в финале, и он будет там вместе с ПСЖ играть против Интера, который вместе с Генрихом Мхитаряном вчера прошел Барселону. 31 мая, Мюнхен. Если у вас есть возможность, отправляйтесь туда. Я буду стараться туда попасть. Не знаю, ничего не обещаю, но давайте будем верить. Если вы верите, если вы этого хотите, поставьте лайк и пишите в комментариях, что нужно сделать в Мюнхене обязательно, если вы там уже были. Друзья, ну а давайте вообще разберемся, как так случилось, что Хвича Кварацхелия и Пари Сен-Жермен добрались до финала. Ну, мы весь путь тут с вами не будем разбирать, давайте сегодня только по делу, только факты по матчу. Состав, начинаем, конечно же, с него. Хвича Кварацхелия в старте, Дембеле в запасе. Знаете, получается, что Луис Энрике блефовал. Вчера на пресс-конференции он нам рассказывал, какой Дембеле хороший, как он классно тренируется и как мы готовы его увидеть с первых минут. А на самом деле нифига его не было с первых минут. Вышел Баркаля вместо него, но тем не менее Хвича оказался на своем любимом левом фланге. Но знаете, первые 10 минут у меня были большие опасения, потому что Арсенал начал очень мощно, очень много атак, шквал атак, множество моментов. Доннарума там просто прыгал из угла в угол, спасал как мог, несколько раз по-настоящему выручил. Вначале там не попал игрок Арсенала, мяч прошел мимо, потом спас один раз Доннарума, потом был дальний удар, из угла он потащил, и казалось, что вот Арсенал как будто вот-вот сейчас найдет свой шанс, найдет оптимальное количество подходов к воротам и забьет. Но нет, друзья, потом Хвича взял игру на себя, у него был отличный эпизод. Тимбер опять что-то пятился. Он, знаете, вообще, конечно, по итогам этих двух игр к Тимберу очень много вопросов. Он как будто бы сопротивлялся, но встречал всегда Хвичу очень поздно, как будто бы опускался, хотя зная, как Хвича может пробить и что он может сделать, фалил, в общем, что он только не делал, но, ну, можно сказать, что помогло, да, потому что Хвича не забил. Но в итоге-то ПСЖ идет дальше, Хвича раздавал передачи, создавал остроту, и это самое главное. И вот первый момент, звон штанги. На Парк де Пренс он случился практически в середине первого тайма. Хвича идеально пробил, вратарь уже Давид Рая там не мог выручить, но мяч все-таки угодил в штангу. Ну и потом спустя какое-то время еще один был эпизод, там был штрафной удар, мяч оказался у Фабиана Руиса, и он долбанул. В принципе, это было очень похоже на тот удар, который отразил Доннарума, и, возможно, если бы Доннарума оказался в воротах Арсенала, он бы отразил этот удар тоже, но здесь Давид Рая не успел, и мяч влетел в угол очень точно, сильно, из-за пределов штрафной. Счет стал 1-0. И как будто бы, не то чтобы игра сделана, но как будто было, уже стала играть спокойней. Арсенал, знаете, я не почувствовал прямо, скажем так, обреченности, но вот у меня вот уверенность пошатнулась, что вообще они смогут даже забить. Но подумалось, ну, наверное, во втором тайме они все силы бросят и что-то да получится. Но в итоге, пожалуй, так оно и было. Ну, давайте посмотрим, как вообще Париж поддерживали в этом матче. Атмосфера на стадионе была потрясающей. Посмотрите сами.
Ну и Кварацхелия не всегда получал мяч. Знаете, вы в комментах часто пишете, что Баркаля там не отдает передачи, еще кто-то. Но суть в том, что, в принципе, сам Хвича всем раздает передачи. И вот в этом матче как раз-таки он этим и занимался. Один раз он сам пробил штангу, другой раз хорошо разогнал атаку, но там его не увидел Витинья. Посмотрите, он там какую-то на дальнюю забросил. В итоге в руки вратарю, а Хвича там даже сигнализировал, что «Эй, брат, я здесь». И эта атака закончилась ничем. Первый тайм завершился со счетом 1-0 в пользу Парижа, 2-0 по итогам двух матчей, и у Арсенала оставалось всего 45 минут, чтобы игру как-то переломить. И сначала случился пенальти, ну, на мой взгляд, он немного нелепый, но, наверное, справедливый. Там, знаете, был эпизод у ворот ПСЖ, сначала там Сака упал, после контакта с Хвичи, Хвича, можно сказать, заорал на него буквально: поднимайся, что ты лежишь, наверное, примерно так это звучало, не знаю на каком языке, наверное, на английском. Последовала контратака, Хакими пробил, и мяч попал в руку футболисту Арсенала, причем, знаете, рука не какая-то там случайная, прижатая, какой-то рикошет, а он прямо его вытянул. Тут, знаете, мне кажется, нарочно так сложно придумать, чтобы так руку вытянуть, и Хакими специально, наверное, бы в нее не попал, но она такая была длиннющая, просто удлиняла корпус настолько, насколько было можно. В итоге мяч попал в руку, кто-то скажет, что нашел, пенальти, Витинья с Хвичи, и там еще был третий футболист, они совещались, кто же пробьет, в итоге пробил Витинья. Его этот какой-то, знаете, такой вот забег таинственный, я бы назвал его, шпионский забег. И удар в угол, ну, не самый лучший удар, давайте признаем. В итоге Давид Рая спас ворота. Но здесь опять свое слово сказал Хвича Кварацхелия. Он получил мяч на все том же левом фланге. Вообще Арсенал, конечно, никаких выводов из этого не сделал, потому что опять Хвича эту атаку разогнал. Передача была не самая удачная, давайте скажем, но там Дембеле, вышедший на поле, уже ворвался в пространство, отдал на Хакими, и тот пробил блестящий в угол, точно, сильно, 2-0. И тут казалось, что все сделано, но Букайо Сака не хотел сдаваться, он один мяч отыграл, 2-1. Ну, после первого гола еще несколько моментов было у Сака, давайте мы на них посмотрим. Вполне Арсенал мог забивать и второй, и третий, но не смог, там и Доннарума молодец, и Сака один момент тоже не реализовал. И потом ПСЖ очень грамотно, очень так расточительно и спокойно контролировал игру, контролировал мяч. Посмотрите, например, как Хвича тянул красиво время.
И вот таким образом, можно сказать, Париж дотерпел. Калафьори там уже у него подгорало. Он был очень недоволен, была небольшая стычка у них с Хвичей. Но в итоге по желтой карточке получили. Я очень боялся, что не дай бог какая-нибудь карточка сейчас на финал повлияет. Но нет, все в порядке. Так, игра постепенно катилась к концу. Я видел уже после финального свистка. Ну, подождите, давайте посмотрим сам финальный свисток и эмоции команды, эмоции трибун, как это было. Это можно пересматривать бесконечно. Parisienne, on a fait incroyable. Merci pour le soutien. On a une finale. Allez les gars, allez Paris. Да, вот такой матч, финальный свисток, празднование, настоящий праздник в Париже. Ну и вы знаете, это все-таки нельзя сравнивать с первым финалом Лиги Чемпионов, который был у Парижа, когда команда играла на пустых трибунах, ковидный сезон, 2020 год, проиграли Баварии Флика. Флика в этот раз в финале не будет, будет Интер. Ну и эмоции совсем другие. Посмотрите еще, как команда отмечала, как реагировали трибуны. И Хвича Кварацхелия даже на радостях свою футболку кому-то отдал. Я думал, что каким-то грузинам с грузинским флагом, но нет, показалось, что это были самые обычные болельщики. Друзья, вот такая история. Надеюсь, что вам было интересно. В ночи уже записываю, буквально 4 часа ночи. Все основные моменты попытался упомянуть. Мы ждем 31 мая, Мюнхен, финал Лиги Чемпионов. Это будет легендарно, это будет ярко. Пишите, как вы пережили эту ночь, смотрели ли до конца, смотрели ли стрим и что ожидаете от финала, планируете ли поехать и вообще есть ли шансы у Хвичи выиграть этот турнир, потому что Интер-то тоже в полном порядке и за 90 минут может случиться все что угодно. Вас благодарю за просмотр, поставьте лайк, потому что в ночи приходится искать все эти видео, не спать. Ну а если хотите отправить донат, возможность такая тоже есть. Друзья, всех поздравляю, наконец-таки грузинский футболист в финале Лиги Чемпионов. Мы все этого очень ждали, это большой праздник, это большое событие. Ну а еще 25 мая финал Кубка Франции и 31 мая финал в Мюнхене. Это будет классная неделя, так что ждем, набираемся сил, все впереди. Сакартвелос Гаумар.